Ребят, всем привет! Вы на канале Мискузи Бол, с вами Мискузи подкаст, меня зовут Мульдар. Я Селина. И сегодня мы читаем страшные истории, которые вы, наши дорогие зрители, оставляете у нас в комментариях. Пожалуйста, продолжайте это делать, нам всегда будет что почитать и продолжить эту классную рубрику. Сегодня мы читаем страшилки, которые связаны с заброшками. Это очень интересная и страшная тема, мне кажется, сама по себе даже. Да, любимое хобби любого подростка — ходить по заброшкам, и мы скомпоновали все ваши истории. Угу. Так что давайте начнем. Давайте. Еще подпишитесь, пожалуйста, и поставьте лайк этому видео. 5 секунд всего займет. Спасибо. У меня в жизни было много странных, порой жутких, а иногда и вещих снов. Но некоторые из них я буду помнить до конца своей жизни. Однажды мне приснился сон, который не покидал меня долгое время. В этом сне я оказалась в совершенно незнакомом месте. Я стояла на участке заброшенным двухэтажным домом, в котором не было ни окон, ни дверей. Здание было серого цвета, с окнами вытянутой формы. Вокруг царила тишина, и все казалось ненастным, угрожающим. Я смотрела на дом, и в какой-то момент стало ясно, что это место вовсе не безобидно. Внутри и вокруг дома было полно существ, чертей и нечисти с жуткими непонятными лицами. Все это было настолько кошмарным, что я почувствовала, как ужас сжимает мое сердце. Я не могла двинуться с места, замерев от страха. Сон был настолько жутким, что я проснулась вся в поту и долго не могла успокоиться. Прошло 2-3 года, и вот я решила встретиться с другом. Он пригласил меня погулять в районе, где он жил, и сказал, чтобы я приехала к метро, он меня встретит. Я никогда не была в этом районе, не знала, как туда добраться, но он сказал, что встретит меня на станции. Приехав, я увидела его с собакой, и мы пошли гулять по незнакомым мне улицам. Все было хорошо, пока мы не подошли к заброшенному участку. Мой друг повернул в сторону этого участка и зашел на территорию, которая выглядела заброшенной. Я подняла взгляд, чтобы посмотреть, что там, и меня будто пронзило электрическим током. Мой взгляд зацепился за дом, и сердце замерло. Это был тот самый дом из моего сна. «Не может быть», — я подумала, — «не может быть таких совпадений». Это было то самое место. Тот самый заброшенный участок — это двухэтажный дом без стекол, без дверей, с серым цветом стен, с вытянутыми окнами. Все было точь-в-точь, как во сне. Я была в ужасе и не могла пошевелиться. Друг, видя мое замешательство, сказал: «Почему ты не заходишь? Это место давно заброшено, не бойся». Я не могла выговорить ни слова, но все, что я смогла произнести, было: «Ты не поверишь, но я видела это место во сне». «Я не зайду туда, давай уйдем отсюда». Я была в шоке, мое сердце колотилось как никогда. Место было настолько знакомым, что я не могла поверить в реальность происходящего. Прошло много лет, но я до сих пор помню этот кошмар. Помню, как точно это место было связано с моим сном, и как в реальной жизни все было не менее жутко. Я не могу забыть тот ужас, что я пережила как во сне, так и наяву. И хотя я давно не возвращалась в тот район, я до сих пор избегаю проходить мимо этого места. Зачем друг зовет тебя на заброшку? Да, ты приехала к нему на метро, на его же станцию. Зачем? Пойдем, я тебе покажу кое-что. Ну, говорю же, все ходили по заброшкам. Да. Когда мне было 13 лет, это случилось. Каждое лето мы с братом ездили к бабушке в деревню. Деревня была не маленькая, жизнь там кипела, и людей было много, но среди них особенно выделялись цыгане. Как известно, они славятся колдовством и гипнозом, но все они были добрыми и всегда общались с местными. Этим летом мы приехали с братом ненадолго, так как уже подросли и времени было мало. Наша деревня простиралась вдоль дороги, дома стояли как в ряд. Это была нетипичная глухая деревня, здесь был интернет, и люди часто делились байками. Я, как и все, слышала про чудовище в лесу, что в нем скрывается нечто без шерсти, похожее на человека, или про мужчину с головой свиньи.
Я такого не слышала. Но я никогда не верила в эти истории. Прямо в начале нашей деревни стояла заброшенная церковь, которую разрушили еще во времена Второй мировой войны. Мы часто бегали туда с братом и его друзьями. Церковь, несмотря на запустение, считалась местом силы. Каждые несколько месяцев приезжал батюшка и окроплял ее святой водой. Однажды мы с друзьями подошли к этому месту, а с другом Артуром мы решили исследовать еще одну заброшенную постройку, которая стояла рядом с цыганским табором. Мы уже знали, что в этом доме много странных историй, но что произошло в тот день, я никогда не забуду. Вечером уже стемнело, мы с братом Артуром и его братом гуляли по деревне. Проходя мимо этого дома, я немного отстала, отправив сообщение подруге. И вот, когда я стояла и смотрела в экран телефона, раздался хруст веток. Я мгновенно замерла и повернулась в сторону дома. Он был старым, окна были выбиты, и все вокруг казалось разрушенным. «Что ты там стоишь?» — спросил брат. Я не ответила, только продолжала смотреть на дом. Артур подошел ко мне и посмотрел туда, куда я смотрела. Видимо, он подумал, что я просто что-то разглядываю, и мальчики решили залезть в дом. Я была против, говорила, что там все может обвалиться, но они меня не слышали. Я осталась стоять у окна и наблюдала, как они лезут внутрь. «Будьте аккуратнее!» — крикнула я им напоследок. Они забрались в подвал, а я осталась одна в темноте у дома. И тут я чувствовала, как холод пробежался по спине. Я начала слышать их приглушенные разговоры, но вдруг в одном из окон мелькнул темный силуэт. Я отшатнулась и не поняла, что происходит, смотрела в ту самую сторону. Силуэт двигался, проходя вдоль комнаты. Это был мужчина среднего роста, в темном плаще и с шляпой. Я стояла как вкопанная, не в силах пошевелиться. И в следующий момент он как будто растворился в воздухе. Я пришла в себя и почувствовала, как паника охватывает меня. Я начала кричать пацанов, захлебываться в слезах. Они выскочили через окно, чтобы успокоить меня, но я едва могла что-то сказать. Они пытались понять, что случилось, но я не могла даже вымолвить слово. С трудом успокоившись, мы ушли от этого дома и сели на остановке. Я рассказала им о том, что увидела, но мне показалось, что они не верят мне или делают вид. Они переглянулись и замолчали. На следующее утро я решила прогуляться к пруду. Вдоль дороги растут деревья, и в конце пути расположено кладбище. Но дорога была длинной и красивой, так что мне нравилось туда ходить. Солнечное утро, все спокойно, и я шла, обдумывая, что произошло вчера вечером. Когда я подошла до пруда, меня охватил запах гнили. Я закрыла нос, подошла ближе и ужаснулась. На дороге лежали 6 мертвых кроликов. Они были все в крови, а рядом был пакет, видимо, с остатками других кроликов. Я побежала домой, чтобы рассказать все бабушке. Когда я проходила мимо церкви, услышала громкое карканье вороны и посмотрела в сторону храма. Вход был открыт, и я замерла. Вдруг промелькнул черный силуэт внутри. Я не могла дышать от страха и побежала домой. Слезы лились из глаз. Когда я рассказала бабушке о случившемся, она с соседями пошла на пруд и действительно нашла там мертвых кроликов, но так и не узнали, кто их туда положил. Тем более, что все лежало ровно в ряд. Мой брат был единственным, кто мне поверил. Через 2 дня мы уехали с бабушкой. Она повезла меня домой. Спустя неделю бабушка позвонила и рассказала, что поговорила с одной цыганочкой по имени Лёля. Лёля рассказала, что в этом доме раньше жила колдунья-цыганка, которую убил мужчина в черном плаще и с шляпой. Проклятие, наложенное на этот дом, теперь передавалось через слухи в цыганском таборе, и ни один родитель не позволял своим детям подходить туда. Мы с бабушкой были растеряны, и вот спустя 2 года, когда мне было уже 15, я снова приехала в деревню. Мы с друзьями снова подошли к этому дому. Зачем?
Он был почти разрушен, стены обвалились, а подвал был затоплен. Я вспомнила свою историю, но теперь это уже не пугало меня так сильно. Я точно знала, что это было реальностью, и все, что я пережила, было настоящее. Но несмотря на это, в моих снах все еще иногда появлялся тот мужчина в черном плаще. Дети неостановимые просто. Они узнали, что там проклятие, на следующее утро пошли, на следующий год поехали туда же. Не через 15 лет она написала? Не, она написала через 2 года. А. Вернулась и опять пошли. Зачем? Мне кажется, потому что эмоции затухают, и кажется, вдруг она, чтобы убедиться в своей правоте или как-то еще. Да. Я бы не пошла. Ни за что. Не на то, что она пошла гулять даже на следующий день, одна в сторону пруда. Да, с кладбищем. Да, тоже жутковатая история, да? Угу. Кролики. Угу. Я помню, у нас в деревне мы нашли пакет с котятами. Это было отвратительно. Ужас. Не делайте так, пожалуйста. Никогда. Когда мне было 9 лет, я жил в закрытом военном поселке, в 5-этажке. Наша квартира была на последнем, 5-м этаже. Мои родители, как самые ответственные жители подъезда, часто собирали собрания для обсуждения вопросов быта и домашних дел. Это важно, чтобы понять, что происходит дальше. На самом деле над нашим этажом был огромный чердак, почти полноценный этаж. Там хранились конструкции электропроводки и части систем водоснабжения и отопления. Но ремонта там никогда не было. Весь чердак был покрыт толстым слоем пыли, и когда ты ступал на пол, слышался неприятный хруст покрытия с обсыпавшихся стен. У нас дома всегда был ключ от чердака, и ответственность за его закрытие лежала на моих родителях. Мои родители оба были военными офицерами и работали по ненормативному графику, поэтому иногда они приходили домой поздно, в 7 вечера, а иногда и ближе к 11 часам ночи. Я, будучи любопытным 9-летним ребенком, часто брала ключи и с друзьями шастала по этому заброшенному чердаку, который был доступен только нам. Однажды, сидя дома и смотря телевизор, я не сразу заметил, как наступила ночь. Время было уже около 11-11:30. Я готовился ко сну и решил пройти на кухню, попить воды. Наш коридор был длинным и темным, и, проходя по нему, я вдруг услышал шаги сверху, с чердака. Этот хруст, который я знал хорошо, это было именно то, что я слышал, когда гулял на чердаке. Это было невозможно игнорировать. Я знал, что на чердаке нет света, а ключ был у нас дома. Понимая, что что-то не так, я понемногу подошел к телефону, чтобы позвонить родителям. Но в этот момент я услышал шаги. Они двигались точно так же, как и мои, с тем же хрустом, но уже менее громко. Я замер, и шаги начали двигаться за мной с такой же скоростью. Это было не просто странно, это было нечто большее. Я подошел к телефону и набрал номер воинской части. На другом конце мне ответили, что родители вышли 40 минут назад и скоро будут дома. Значит, они должны были быть тут с минуты на минуту. Я побежал по квартире, пытаясь держаться подальше от этих шагов, но они все равно следовали за мной, повторяя мои шаги. В какой-то момент они перешли от комнаты к комнате, и мне стало невыносимо страшно, потому что я знал, там на чердаке не могло быть никого. Когда родители пришли домой, они спросили меня: «Почему ты не спишь? Почему весь свет включен по квартире?» Я в панике рассказал им все, что случилось, о том, как кто-то ходил по чердаку, как я слышала его шаги, как он двигался в точности, как я. Мать посмотрела на меня с диким испугом в глазах, закрыла рот руками и, взглянув на отца, сказала: «Кость, он тоже стал это слышать». С тех пор прошло много лет, но я не мог забыть этот момент. Со временем я узнал, что такие случаи происходили почти со всеми жителями нашего дома, которые жили на 5-м этаже. Не раз соседи жаловались моему отцу, и он с другими мужчинами несколько раз обыскивал чердак, но никаких следов посторонних людей там никогда не находили. Это продолжалось с 11 вечера до 3 часов ночи. Иногда мне случалось слышать эти шаги снова, но я просто ложился в кровать и переставал двигаться, чтобы не чувствовать этот ужас.
Жители первых этажей тоже жаловались на странные звуки. По их словам, иногда несколько раз в месяц кто-то стучал в пол с подвала. Ё. Хотя ключи от подвала были только у людей с первых этажей, а еще был один звук, который часто происходил в любое время дня. Это был странный громкий удар, будто кто-то бил кувалдой по стене. Мы все часто вздрагивали от этого, чай проливался. Нам говорили, что это просадка здания, что арматура деформируется, но никто не мог объяснить, почему удары были такими точными и такими мощными. Сам дом, как и весь поселок, был построен в советские времена. Строили его, как и многие военные объекты, зэки. Эти люди были политическими заключенными и строили поселок при жесточайших условиях. Во время стройки многие из этих рабочих умирали, падали от бессилия, но сам факт, что в нашем закрытом поселке нет кладбища, всегда был странным. Ближайшее кладбище было в селе в 20 километрах от нас. Где же хоронили сотни умерших во время стройки? Вопрос. Сейчас я живу в другой стране, в собственном доме, но периодически слышу эти удары по стенам, так, как это было в детстве. У нас в Астане есть такой дом, свечки называется. И там тоже это вроде как установленный факт, что они находятся на кладбищах. Ну, как и вообще много чего построено на кладбищах. И вот те, кто жильцы свечек, они постоянно жалуются на шорохи, на звуки, на какое-то присутствие, знаешь. И я помню, мы всегда... Ну, я там недалеко жила, когда еще в начальной школе училась. И мы прям рассказывали друг другу байки жильцов, кто там типа на свечках живет. И это ужасно. А у нас в ЖК сейчас, в котором я живу, под нами прям находится тренажерный зал, и мы очень часто слышим, как вот когда делают... Бросают гриф. Да, становую делают, вот, пуф, и у нас тоже отдается. Они на 3-м этаже? Нет, они на... Цокольном. Да, внизу самом, в подвале, в подвальных помещениях. И вот, и у нас это прям проблема, жильцы дома жалуются на это. Ну, пока вот такая история, и там прям бросают, и у нас аж стены трясутся. Я тоже жила на 5-м этаже, последний этаж, давным-давно. И я знаю тоже вот этот хруст, когда кто-то ходит по крыше. Но это я всегда знала, что рабочие в основном. То есть никогда не было такого, что я боялась этих звуков, но они в любом случае, они противные. Вот так вот. Как будто бы ты по снегу идешь. Да. А тут еще, когда ты знаешь, что ключи только у тебя. И кто там ходит. Ну, может быть, бывает же такое, что никто не знает, что там живет какой-то мужчина из фильма «Паразиты», и он умеет хорошо прятаться просто. Да, а прикинь, он еще в стенах живет. Жутко. Мои друзья предложили мне сходить в заброшку, сказав, что это старая психушка. Классика. Алматинцы be like. Мне стало любопытно, и я согласилась, хотя внутри что-то настораживало. Когда мы пришли, перед нами предстал двухэтажный, довольно небольшой, но очень обветшалый дом. Мы были вшестером. Сначала двое из наших друзей забрались через окно, а потом вылезли обратно, сказав, что внутри страшно, но интересно. Затем мы решили обойти здание и нашли вход в подвал. Подвал был завален мусором, но несмотря на это, мы начали разбирать завал, чтобы войти. Все вошли, кроме меня. Я не могла объяснить, но что-то внутри меня тревожило меня. Я осталась стоять рядом с окном, следя за тем, как они исчезают в темноте подвала. Я услышала шум с той стороны, где были мои друзья. Потом что-то упало. В подвале не было ничего. Не могло бы что-либо упасть. Это меня насторожило. Я быстро позвонила подруге, она спустилась, и мы вместе пошли к остальным, на 2-й этаж. На 2-м этаже нас встретили темные и давно забытые коридоры. Мы нашли много документов, разбросанных по всему этажу. Некоторые из них выглядели так, как будто были распечатаны только что.
и меня это смутило. И в воздухе ощущалась странная тяжелая тишина. Хотя на первом этаже было солнечно и светло. Здесь было мрак и полная тьма, как будто время здесь застыло. Я нашла файл с удостоверениями. Что-то в этом месте было не так. Я взяла 3 штуки и засунула их в карман, чувствуя, как меня что-то преследует взглядом. Мы спустились на первый этаж с фонариками, свет от которых едва пробивался через пыль и тьму. Здание было заброшено еще с 2016 или 2017 года, но что-то в нем продолжало жить. Мы подошли к туалету и на окне заметили шерсть. Сначала подумали, что это могла быть собака, но подойдя ближе, я чуть не задохнулась от ужаса. На окне лежала мертвая лиса. Ее глаза были пустыми, а шерсть разложилась на части. Мы немного испугались, но решили двигаться дальше. Затем на 2 этаже я услышала шорохи. Я не сказала ребятам, ведь там не было ни одной крысы, и этот звук был слишком странным, но он не отпускал меня. Мы начали двигаться к выходу. Когда мы наконец оказались на улице, меня охватил внезапный страх. Это место не было пустым, как я думала. Когда мы вошли, что-то следило за нами, что-то, что мы не могли увидеть. С нами ничего не случилось, но чувство тревоги осталось. Я была в нескольких заброшках раньше, но никогда не ощущала такой атмосферы, как здесь. Как будто эта заброшка была живой, и она ждала чего-то. Вечером, разговаривая с парнями, я не могла избавиться от паники, которая сковала меня изнутри. Я даже не могла объяснить, что со мной не так, но теперь у меня нет никакого желания даже проходить мимо того места. Что-то в этом доме осталось, и это что-то не забывает. Я вот не поняла, зачем Она забрала героиня... файлы? Да. Дома, может, не было. Не, я так... Файл с удостоверениями. Ну, то есть она несколько удостоверений взяла себе. Не знаю. Да. Интересно, что потом было с этими удостоверениями. Я тоже не знаю, что было с этими удостоверениями. Ну, предполагаю, что это просто, может быть, она хотела оставить сувенир. Магнитики, как на холодос. Но я считаю, что это часть мародерства, что-то брать из заброшенного здания. Даже если это как это что-то безобидное. Да. Я родилась в Питере, но в детстве часто ездила к бабушке в Ставрополь. Мне было лет 6-9, когда я в очередной раз приехала к ней в гости. Напротив ее дома стоял старый заброшенный одноэтажный дом. Это место всегда привлекало наше внимание. Перед двором со стороны дороги было заброшенное пространство, и мы с ребятами часто играли там на старых шинах. Но этот дом с его темными окнами и умирающим внешним видом всегда оставался загадкой. Мы часто чувствовали, что в доме что-то есть, хотя он был явно заброшен, а все двери и окна были заколочены. Как-то раз мы решили подглядеть, что же происходит внутри. Я достала фотоаппарат и сделала снимок одного из окон. На фото, к моему ужасу, было видно зеркало, висевшее в углу. А на подоконнике множество странных предметов. Мы не понимали, что это за вещи, но на фото они выглядели как-то не по-настоящему. Этот снимок меня сильно напугал, и я не могла понять, как такие вещи могли оказаться в заброшенном доме. На следующий день уже вечером мы снова вышли гулять, и я вспомнила про это фото. Мы начали с друзьями сравнивать снимок с тем, что было видно из окна. И тут заметили нечто странное. Свечи и какие-то нитки, которые были на подоконнике, пропали. Мы стояли, не зная, что думать, куда могли исчезнуть эти предметы. Как они могли исчезнуть за одну ночь? Мы не могли понять, как это возможно. Тогда мы уговорили 2 мальчиков зайти в дом. Мы думали, что они могут найти ответ. Мальчики вошли через заколоченные двери, как если бы они не были заблокированы.
Они прошли по дому, заглянули в каждую комнату, по двору, но ничего не нашли. В доме царила полная тишина, и все казалось таким же, как и раньше, но мы почувствовали, что что-то не так. Прошло несколько лет, и через 3-4 года бабушка продала дом после смерти моего прадеда. Я не могу узнать, что стало с этим заброшенным домом. Мне хочется верить, что все это было просто плодом детского воображения. Но не может быть же так, что я и мои друзья и бабушка все видели одно и то же. И это оказалось всего лишь фантазией. Это место до сих пор вызывает у меня тревогу. Что-то с этим домом не так, и мне до сих пор страшно думать о том, что мы могли видеть на самом деле. Это знаешь, как... Другие? Да, М, сразу подумала об этом, да? Да. Может, у них там свой дом. Ну, то есть... Ну да, может быть, это действительно физические лица, ну, в смысле, настоящие люди живут там. Да. Либо привидения, которые там оставляют. Но мне почему-то кажется, что в основном очень много в заброшенных местах, домах живут люди без домов, без своего жилья. И я думаю, что вполне реально, что кто-то там ходил. Или очень много у нас людей, кто те же смотрят «Битву экстрасенсов», и там мы видим, что люди любят исполнять некоторые какие-то обряды и так далее. Да. Может быть, это тоже был тот момент, когда один раз пришли, сделали что-то и потом ушли. Знаешь, вообще вся вот эта история, тема, точнее, сегодняшнего выпуска наталкивает на мысль о том, что у нас очень не хватает нормальной консервации здания. Ну, то есть его как бы, приходит неугодность, и его так и оставляют, там заколачивают, да. Но вообще же здания их же консервируют, то есть их изолируют, там нельзя, потому что те же самые дети заходят туда в эти заброшки, а на них падает потолок, допустим, да, потому что это все не проверяется, ремонты там не делаются, поэтому это очень опасные вообще места. И такие места должны охраняться, то есть заколачиваться хотя бы не просто досками, которые могут там дети отварить и все, а прям хорошо консервироваться. Проблема. Когда мне было 16, произошел случай, который я не забуду никогда. Я возвращалась с дискотеки домой поздно ночью, около 12 часов. Чтобы добраться до моего дома, мне нужно было пройти через промежуток между двумя участками, около 300 метров в темной, пустой территории. С одной стороны стояла заброшенная стройка, а с другой — гаражи и чистое поле. Я шла, думая о своем, когда, проходя мимо соседнего дома, заметила двоих мужчин, стоящих возле машины. Я не придала этому значения и, как обычно, прошла мимо них, направляясь в тот самый темный участок. Но как только я вошла в этот промежуток, один из мужчин подбежал ко мне сзади и начал задавать вопросы. «Как тебя зовут?» Я ответила коротко: «Какая тебе разница?» и ускорила шаг. Но он не остановился, схватил меня под локоть и развернул к себе лицом. Я успела только почувствовать, как его рука крепко сжала меня, прежде чем он ударил меня кулаком прямо в глаз. Я упала на землю, а он продолжал держать меня, не давая встать. В этот момент все происходило настолько быстро, что я едва успела понять, что происходит. И вдруг, словно из ниоткуда, по темной улице выехал КамАЗ. Его фары осветили нас ярким светом, и благодаря этому мужчина ослабил хватку. Я мгновенно вырвалась и побежала, не оглядываясь. Я успела забежать в первый подъезд и спряталась там, дрожа от страха. Я сидела в подъезде, наверное, около часа, перед тем, как решиться выйти. Я не могла поверить, как мне повезло. Позже я почувствовала огромную гематому на весь глаз. Она не проходила целый месяц. Я до сих пор не могу объяснить, откуда в тот момент появился КамАЗ. И думаю, что это было настоящее чудо.
Не могу даже представить, что бы случилось, если бы он успел затащить меня в свою машину. Мне страшно думать о том, что могло бы быть. Намного страшнее любых привидений настоящие уроды, люди, Да. мужики. И если вы, девушки, возвращаетесь домой одни и видите мужчин, обойдите, позвоните кому-то, пусть встретят, берегите, пожалуйста, себя. А вы, мужики, Ликвидируйте. да, Если вы можете такое позволить себе, Господи, Боже мой. Ну, да, мужчины, провожайте своих подруг, женщин, дам. да. И мужики, следите за собой. Хватит уже бы вести себя как животные. Не, животные ведут себя лучше. Да, согласна. Когда моей сестре было 33 года и у нее было 3 детей, она продолжала жить с мужем и его родителями. Все было спокойно, пока однажды не случилось нечто ужасное. Умер брат ее свекрови. Причина его смерти осталась непонятной. Возможно, это были семейные проблемы или долги. Он был хорошим человеком. Все его знали, встречали на застольях и праздниках. Через несколько дней после его похорон сестра с мужем, свекровью и свекром возвращались домой. Они проходили мимо старого сгоревшего дома, который когда-то был жилым. Этот дом был сгоревшим давно, и сестра с дочерьми часто проводила здесь время в детстве. Для нее этот дом был чем-то родным, хоть и разрушенным. Сестра решила зайти в этот дом, чтобы поностальгировать. На удивление, никто из ее близких не захотел идти с ней. Она одна зашла в дом. Стояла тишина, и она осматривала старые стены. Вдруг она почувствовала холодный ветер, который дул ей прямо в ухо. Это было так странно и ужасно, что она не смогла не испугаться, но в тот момент даже не закричала, а просто быстро вышла. Но как только она покинула дом, она ощутила странное ощущение холода, которое не покидало ее. Холод был не только в ухе, но и во всей левой части тела, будто она замерзла, несмотря на теплую одежду и работающий обогреватель в машине. Эта ночь была ужасной, в ее комнате будто кто-то ходил, а присутствие чего-то неземного не отпускало. Она не могла нормально спать, кошмары снились, а холод не уходил. Каждый раз, когда она пыталась заснуть, ощущения страха и присутствия кого-то рядом только усиливались. Через несколько дней сестра пошла к знахарю, который занимался очищением. Она проходила процедуру в течение недели, и только после этого ее состояние начало улучшаться. Знахарь сказал, что то, что она почувствовала в заброшенном доме, это душа, которая не успокоилась. Он посоветовал ей больше не ходить в такие места, где могла бы столкнуться с чем-то нечистым. После того, как ее очистили, кошмары прекратились, и холод ушел. Это интересный момент, то, что они после похорон человека, который решил сам закончить свою жизнь, пошли через заброшку, и один ребенок из всей семьи решил зайти в старый дом, который сгорел, ну, просто типа как поностальгировать. Да. Я так поняла, что они взрослые, нет? Или это дети? Что-то пропустила. Ну, я думаю, что Да. она, даже если взрослая, ну, как будто бы... Ну да, Ну, интересно. 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 Ну, тут намек на то, что, возможно, это как может быть отсылка на Типа, что его дух дядю. там остался. Угу. Ну да, я тоже подумала, что это может... Ну, это же... А он там жил? Но он же не жил, там это старое здание. Ну, в общем, в любом случае, это все в совокупности создает ужасное впечатление. Да. А еще я подумала, что если тебе холодит одну сторону, то надо проверить сосуды и сердце. Потому что, ну, это может быть инфарктом, инсультом, ну, вот чем-то таким. И вот. А меня последний раз, когда морозило, у меня потом панкреатит случился. Поэтому, если вас морозит, надо проверяться, как будто. Это случилось летом, когда мне было 13 лет. Мы с семьей и родственниками поехали в деревню.
Дорога заняла 10-11 часов, и чтобы не скучать, я проспала всю дорогу. Классно. Но мне приснился странный сон. Во сне мы уже подъехали к деревне. Я смотрела в окно машины и вдруг заметила вдалеке нечто странное. Это было существо, и назвать его человеком было невозможно. Его глаза желтые, огненные, полные безумия и жажды. Тело было худым и высоким, а на нем рваная белая рубашка, вся в крови. Но самое пугающее, его голова была красного цвета, как огонь, и из нее торчал один рог, будто второй оторвали. Он держал в руках этот оторванный рог и улыбался мне, своими жуткими глазами смотря мне прямо в душу. Когда я увидела его, у меня в горле встал ком, и я мгновенно проснулась, вся в холодном поту, чувствуя, как побледнела. Мне стало страшно смотреть в окно, даже несмотря на то, что за окном было обычное летнее утро. Когда мы наконец приехали в деревню, нас встретили родственники, и все стало как-то веселее, но внутреннее беспокойство не покидало меня. Наступила ночь, и мы с детьми и родственников решили прогуляться. Взрослые остались пить чай, а мы решили выйти на улицу. Уже почти собирались выйти, когда бабушка остановила нас и сказала: «Уже поздно, не уходите далеко от дома и не подходите к соседнему дому». Меня это заинтересовало. Я спросила: «Почему? Что будет, если мы подойдем к соседнему дому?» Бабушка долго молчала, а потом тихо ответила: «Этот дом давно заброшен. Здесь жил мужчина, который часто пил. Его лицо становилось красным, и люди говорили, что он был странным. Однажды ночью в доме случился пожар, и когда пожарные вошли, чтобы его спасти, его не было внутри, хотя он редко выходил. После этого никто его больше не видел. Позже выяснилось, что он коллекционировал рога, коровьи и козьи, а также старые музыкальные диски. В деревне ходит легенда о Кызылбас. Говорят, что он бродит по ночам по лесу и забирает детей. Взрослых он боится, так что будьте осторожны. Я подумала, что это всего лишь выдумки, мы все равно решили выйти погулять. По дороге я размышляла о легенде и пыталась понять, что случилось с тем мужчиной. В какой-то момент один из родственников предложил: «Давайте сходим в лес». Эти дети... Мне было немного страшно, но я все еще не верила в эти сказки. Мы все согласились и направились туда. Сначала мы заглянули в заброшенный дом. Внутри было жутко. На полу валялись старые рога и пустые бутылки из-под алкоголя. Когда я увидела один свежий рог, недавно оторванный, по телу пробежал холод. Все остальные рога были обгоревшими, черными. Это уже не было смешно. После этого мы пошли в лес, вооружившись фонариками. Чем глубже мы туда заходили, тем громче становились странные шорохи. Мы пытались убедить себя, что это просто кошка или собака. Но в какой-то момент мой телефон начал разряжаться. Я пыталась включить режим полета, чтобы сохранить заряд, когда вдруг почувствовала странный взгляд на себе. Это был нечеловеческий взгляд, пронизывающий, как будто он проникал прямо в меня. Я медленно повернула голову и увидела его. Это был тот самый мужчина из моего сна. Его глаза были такими же желтыми, как в моем кошмаре. Его тело было таким же худым, а голова красная, с одним рогом. Он смотрел на меня своими безумными глазами, и я почувствовала, как холод окутывает все тело. Я в ужасе спросила остальных, видят ли они его. Их испуганные лица подтвердили, что видят. Мы бросились бежать, но существо было быстрее нас. Оно преследовало нас, двигалось невероятно быстро и пыталось запутать нас, подражая голосам наших мам. Но мы не поддались его уловкам и вскоре выбежали на дорогу. Там нас заметил сосед, и мы собрались вокруг него.
Кызылбас отступил, но я до сих пор ощущаю его взгляд на себе. После этого случая я боюсь приезжать в эту деревню, и не только я. Все, кто был с нами, тоже избегают этого места. Я точно знаю, что легенда о Кызылбас не выдумка, это не человек. И я боюсь, что он все еще бродит по лесу, ожидая свою очередную жертву. То есть корову или козу, чтобы рога оторвать. Лес, заброшки, дети, минусуем. Не советую. Да, равно очень страшные истории. Да, не рекомендуем посещать такие места, если вы не хотите встретиться с кем-то. Красного цвета и страшным. Да, я почему-то, знаешь, кого представляю? Чувака из Марвел, который хранитель. Красный? Так, он Красный Череп, кажется, да, зовут? Да. его? Красный череп — это злодей в Капитане Америки. А Да, ты говоришь про вот этого, да, который... Vision, нет? Не-не-не, Красный Череп, он потом он охранял врата, где погибла Гамора. Да. Потому что его, как... Это было его наказание за то, что он... Да, поняла. За его злодеяние. Угу. Ну что, да. Выпуск подошел к концу. Спасибо, ребята, всем тем, кто поделился своими страшными историями. А те, кто еще этого не сделал, пожалуйста, сделайте, напишите нам комментарий с вашей историей или историей, которая произошла с вашим окружением, и мы ее зачитаем. Да, а нам нравится читать ваши истории, и вы часто пишете о том, что зовите гостей, пускай они рассказывают свои истории. Но, к сожалению, не ко всем приходит красная голова с одним рогом. И поэтому, конечно же, мы всегда спрашиваем людей, встречалось ли что-то такое странное с вами, то мы их приглашаем. Но в основном не все готовы поделиться, либо же просто никогда не видели. Поэтому мы всегда мы всегда в поисках. И будем миксовать. Так что, надеюсь, вы напишите свое мнение по этому поводу в комментарии, поставите лайк и расскажете своим друзьям об этой истории. Да. Об этих историях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Спокойной ночи.